Давайте поговорим сегодня о государственных садистах. В моей стране вновь появились профессионалы по истязанию людей, каратели. В год 80-летия победы над фашизмом в России вырос спрос на карателей. Это ценные кадры. Скоро, наверное, факультеты откроют, где на практических занятиях в условиях шумопоглощения будут проводить сравнительные исследования эффективности пыток инквизиции и гестапо. Отличников распределят господину Чуйченко в Министерство юстиции, отстающих, освоивших только упражнения со шваброй, в районные отделы полиции. Однажды писатель, замечательный Владимир Николаевич Войнович, мне рассказывал, что встречался с человеком, который в 1937 году сидел в НКВД, а в 1942 году сидел в гестапо. На вопрос, кто лучше пытал, он Войновичу ответил: пытали одинаково хорошо, но было одно отличие. Какое? Спросил Войнович. Тот ответил: в гестапо от меня хотели знать правду. Это страшный и точный ответ. Пытки над беззащитными людьми в СИЗО, судах и тюрьмах нужны только для того, чтобы палач доказал свою готовность выполнить любой приказ. Пытки как признание любви к родине. Готовность для нее совершить что угодно. Ну и, конечно, доставить удовольствие себе. Я совсем коротко расскажу вам несколько историй. Напомню о них. Какие-то из этих историй вы, конечно, знаете, а какие-то забыли. Я их напоминаю, потому что мы перестали слышать крики из пыточных камер, из залов судов. Так же, как когда-то, в 40-е прошлого века, жители деревни Дахау привыкли к запаху лагерных печей. Один из них в мемуарах написал: они думали, что другого воздуха нет. Ну что поделаешь, дым Отечества. Принюхались. Игорь Барышников, политический заключенный, калининградский пенсионер, получил 7,5 лет по делу о фейках о российской армии. У него рак, в животе трубка. Он не мог ни сидеть, ни лежать, он еле ходил. 2 года ему не могли провести операцию, а когда, наконец, операцию сделали, начались тяжелейшие осложнения. Барышников слепнет. Один глаз уже не видит, зрение на втором стремительно падает. Находясь на свободе, Игорь ухаживал за своей лежачей, престарелой матерью. Когда она умерла, он находился в СИЗО. Судья, ее звать Ольга, фамилия Баландина, отказалась отпустить его на похороны. Я сказал фамилию судьи, да? Ольга Баландина. Андрей Шабанов, ему 45 лет. Он саксофонист, музыкант, он из Самары. Осужден за посты против специальной военной операции в соцсети. Получил 6 лет за призывы к террористической деятельности. Он инвалид 2-й группы. Тяжело больной человек. У него псориаз. Вообще он заживо гниет. Шабанов в суде за решеткой разделся. Вот фотография. Попросил освободить его в зале суда. Его тело покрыто язвами. Даже судья Дмитрий Ананьев не выдержал и вернул его в тюрьму, чтобы не видеть всего этого. Надежда Буянова, я уже говорил про нее. 67-летний доктор, она детский врач, педиатр. На нее пожаловалась мать пациента, якобы Буянова при ребенке плохо отозвалась об отце этого ребенка, погибшем на СВО. Правда, судя по видео с камер, ребенка в кабинете не было. Аудиозапись приема не велась. Но когда 7-летнего мальчика допросил оперативный сотрудник ФСБ, тот дал показания, в которых взрослыми словами, формулировками из Уголовного кодекса объяснил, как доктор Буянова, ребенок говорит, публично распространила заведомо ложную информацию о вооруженных силах РФ. В суд ребенка вызвать отказались. Буянову закрыли в СИЗО. Туда и в передачке один из доносчиков, активистов, в кавычках патриотов, прислал ей 30 кило соли, чтобы выбрать лимит передач,
чтобы она осталась без витаминов и еды. Сейчас Буяновой вынесли приговор. Я, честно говоря, был уверен, что отпустят старого врача, которая в камере из 30 курящих, единственная не курящая. Но ей дали 5,5 лет колонии. Олег Белоусов, петербуржец, он тоже инвалид. Его обвинили в фейках об армии, взяли под стражу. Потом приговорили к 5,5 годам колонии. Его бросают в СИЗО, поставили на учет как склонного к побегу. Это что означает? То есть его каждые 2 часа ночью, когда человек спит, будет для того, чтобы установить его личность, и требует от него представиться. Мучают не только его, но и его сына. Сын этого политического заключенного, 22-летний ментальный инвалид, как написано в материалах дела. Кроме отца у него никого нет. Следствие придумало изощренный способ надавить на Белоусова. Этого мальчика, сына, допросили как свидетеля по делу отца. И поскольку сын свидетель по делу отца, на этом основании, внимание, ему запретили свидания и телефонные разговоры с отцом. Требование таково Уголовно-процессуального кодекса. Алексей Горинов сидит уже 3 года. Я все время про него рассказываю. Депутат Горинов отказался проводить конкурс детского рисунка, когда на фронтах гибнут люди. В колониях и СИЗО Горинова подвергают регулярным пыткам, тоже как склонного к побегу, и тоже будет каждые 2 часа для проверки, и кидают в карцеры ШИЗО. Вы, может быть, уже помните, у Горинова нет части легкого. В его камере не было стекла в окне, одеяла, матраса. Красный Крест, в который мы обращались, отказался помочь Горинову. Красный Крест говорит, у нас нет мандата от России на то, чтобы проверять места содержания заключенных. Недавно его отправили по этапу в Новосибирск. У него началось воспаление легких. И это означает, что до туберкулеза считанные дни. Наталья Власова, она гражданка Украины, ей 44 года. Ее задержали в Донецке. Она приговорена к 18 годам за шпионаж и терроризм. Я не касаюсь сути приговора. В приговоре ничего не сказано о том, что человек должен подвергаться пыткам. В суде она дала подробнейшие показания, это редкий случай, о том, как ее пытали. Это стало известно благодаря ее смелости в суде. Она рассказала о том, как ее пытали в донецкой тюрьме, которую называют изоляция. Эту тюрьму она назвала фабрикой смерти. По словам Власовой, ее избивали, многократно насиловали с особой жестокостью, пилили зубы напильником. Она подробно рассказала о пытках и палачах, называя их имена, в открытом судебном процессе. Правда, судья Олег Черепов не поручал проверять ее показания, не вынес частное определение о нарушении закона, он лишь уточнил. Молодец. Он лишь уточнил, жаловались ли Власова в полицию. Интересно мне, как она могла это сделать, сидя в пыточной камере без всякой связи с внешним миром. Дальше очень тяжелый. Лично для меня эпизод в этом нашем ролике. Моя личная трагедия и трагедия редакции «Новой газеты» — смерть украинской журналистки Виктории Рощиной. Мы занимались ее судьбой как могли. Год она была в плену. Нет никаких публичных сведений, что ей было предъявлено обвинение. Она голодала, она почти ничего не весила. Что с ней делали в подвалах Донецка и в СИЗО Таганрога, я рассказывать здесь не буду. Почти обессилевшая, она узнала, что ее включили в список на обмен. Обмен тот самый, который планировался в сентябре 2024 года, и он состоялся, но только без нее. 30 августа, за 2 недели до обмена, ей дали возможность, последний раз дали возможность поговорить с отцом. Она поговорила с ним. Он просил ее не держать голодовку. Она ему сказала, что она готовится к обмену и что они скоро увидятся. Что произошло с 30 августа по 16 сентября? Мы не знаем. Она просто исчезла. В составе тех, кого поменяли, ее не было.
Потом, очень долго, много месяцев, не выдавали ее тело. Его отдали через 5 месяцев, через 150 с лишним дней. Зачем-то перед этим, перед тем, как отдать ее тело, Виктории Рощиной удалили часть внутренних органов. Я думаю, что даже после смерти Рощина ее тело, пройдя страшные мучения и страдания, стало носителем информации. Через муки сейчас продолжают проходить тысячи украинских пленных и сотни тех, кого можно назвать инкоммуникада, то есть люди, о которых нам почти ничего не известно, кроме того, что они где-то есть. Люди без имен. С ними можно делать все, что угодно, и делают все, что угодно. Стоны стоят по всей России, от Костромы до Таганрога. Когда мне говорят про провал украинско-российских переговоров в Стамбуле, я хочу сказать спасибо всем, кто устраивал эти переговоры и с той, и с другой, и с третьей стороны, всем, кто пытался наладить переговорный процесс, потому что по 1000 человек с каждой стороны в ближайшие дни вернутся домой. Вернутся в границы человечности по 1000 военнопленных. Военнопленных. И, честно говоря, для меня это сейчас намного важнее, чем все разговоры про международно признанные государственные границы. Но это про военнопленных. А я прошу президентов России и Украины, Украины и России, господа президенты, ваши переговоры будут идти, переговоры ваших делегаций будут идти. Пожалуйста, отдайте друг другу гражданских лиц, сидящих в Украине сторонников русского мира, в обмен на сидящих в российских тюрьмах и лагерях противников войны. Но не было практики обмена или выпускания взаимного гражданских на гражданских. Но надо это начинать. Отдайте, пока они живы. Ну, начните с подростков, женщин, больных, тех, у кого дети по домам сидят. Ну, с военными у вас получилось? Тела погибших солдат с двух сторон научились передавать? Я очень надеюсь, что и взаимное выпускание, амнистирование, помилование, обмен, называйте как хотите, гражданских лиц, этот шаг тоже приблизит долгожданный мир. Ладно, вернемся к карателям. Дальше тоже очень трудно рассказывать. Я хорошо знаю эту историю. Первыми о ней написали такие дела, потом уже несколько месяцев этим занимается «Новая газета». Наши коллеги и мы стараемся рассказывать об этом максимально подробно. Но я не буду называть имя девочки. Не могу. Но не буду называть ее и вымышленным именем. Давайте я буду говорить просто «девочка». В 2023 году девочку посадили в СИЗО. Неизвестная, как обычно, по телеграм-каналу. Конечно, как обычно, не найденные всемогущим ФСБ требовали от девочки поджечь петарду и выложить видео. Девочка от новогодней петарды отрезала 3-ю часть и подожгла. Она никому не нанесла вреда, ничего не загорелось, никуда она это дело не подкладывала. Девочку бросили в СИЗО. Сокамерницы для девочки были подобраны с особой тщательностью. Они 14-летнего ребенка истязали, карали и пытали. Они неоднократно насиловали 14-летнюю девочку разными предметами. Ее заставляли, принуждали совершить суицид. За всем этим наблюдали сотрудники СИЗО. В камере, где уничтожали девочку, была установлена система видеонаблюдения. После попытки самоубийства девочку отправили в психиатрическую больницу. Туда к ней мама могла приходить. У девочки
Был один вопрос, когда мама первый раз к ней пришла, девочка спросила: «Мама, за что меня так?» На Нюрнбергском процессе была выяснена примечательная вещь. Каратели никогда не отпускали своих жертв. Они внимательно следили за их судьбой, их никогда не оставляли в покое. Вы не поверите, но совсем недавно судья Балашихинского суда из психушки снова перевела девочку в камеру. Давайте я еще раз скажу. Когда ее бросили в каземат, ей было 14 лет. Вот у кого есть дети, подростки, вы посмотрите на них прямо сейчас. Зайдите в комнату, где они сидят за компьютером, и представьте себе муки этого ребенка в подмосковном СИЗО. Я забыл сказать. Следователь по делу девочки, его звать Дмитрий Тараканов, стал лучшим следователем Следственного комитета Российской Федерации по Московской области. Вот уже 2 года он ведет это дело, уже 2 года эта девочка у него на завтрак. А это письмо осужденного на 15 лет по делу о госизмене бывшего военного из Читы Максима Иванникова. Так он описывает работу следствия с ним. «Меня бросили на пол. 2 или 3 прижали сверху, и начались пытки. В голове у меня все перевернулось, все пошло ходуном. Когда с меня стянули штаны с трусами, в голове промелькнула нехорошая мысль, но оказалось хуже. К мошонке подключили электроды, и тут я взвыл, как никогда в своей жизни. Такой боли я не испытывал за все свои 37 лет. Я уже готов был признаться в чем угодно, лишь бы этот кошмар кончился». Вот правда. Я понимаю, как сложно все это слушать, и как хочется через 15 секунд после начала просмотра в YouTube все это выключить и не знать. Ну, правда, такое впечатление, что скоро будут в нашей стране отмечать День карателя. Поздравлять друг друга с этим праздником, надевать парадную форму. После победы над фашизмом в 1945 году на параде Победы были сняты известные всему миру знаменитые кадры. Знамена фашистских полков солдаты-победители швыряли под стены Кремля. Меня посетила страшная мысль, что кому-то хочется прокрутить эту пленку в обратном направлении. Жестокость и склонность к насилию заразная, не случайно палачи ходят в масках. По всей стране сейчас устанавливают памятники Сталина. Это самосталинизация. Требуют карать, 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 карать. Это самофашизация. Я слушал, как и многие из нас, 9 мая выступление президента нашей страны на Дне Победы. Потом я еще раз слушал, потом еще раз. И, честно сказать, не поверил своим ушам. Послушал несколько раз. Так вот, выступление президента России ни разу не прозвучало слов о победе над фашизмом. Начали мы в редакции смотреть предыдущее выступление. Выяснилось, что в первые годы власти Владимира Путина с 2000 года по 2013 год в выступлениях президента на Параде Победы всегда были слова о фашизме. А с 2014 года это слово начинает исчезать, а с 2020 года вы не услышите слово «фашизм» вовсе. Вот о нацизме говорят. Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии, антисемитизма. А о фашизме более не упоминают. Это что-то же значит? Это что значит, что любовь нынешнего популярного идеолога Дугина к фашизму действительно становится идеологией, что ли? Типа сама по себе доктрина-то хорошая, просто Гитлер был плохой фашист. Но я точно знаю, что 9 мая 1945 года парад был в честь победы над фашизмом. И он был для того, чтобы фашизм не вернулся. Вот сейчас, когда все говорят об угрозе мировой войны, кто-то же должен на всю эту геополитику плюнуть и каждый день напоминать только о судьбе запытанной в СИЗО девочки. Не могут же люди, которые пытают в тюрьме ребенка, строить справедливый миропорядок.
Вот так этот многополюсный и многополярный мир связан с конкретной камерой в подмосковном СИЗО, где пытают девочку, потому что не могут люди, которые пытают девочку, строить справедливый миропорядок. Ну вот, когда мы уже записывали этот ролик, нам сообщили в редакцию, что у Алексея Горинова сразу после прибытия с этапа обнаружился туберкулез. Надо ли объяснять, что это значит? Пожалуйста, поменяйте друг на друга гражданских лиц.